устройством ближайшим. Помочь, не помочь там. Блин, у нас все равно как угорело кончается. Ну что ты будешь делать? Может не все что-нибудь вместо батарейки поставить? Тогда у меня радиация не будет вытягиваться. Кстати, я же так и не обыскал какой-то сейф, который тут находится. Ну ты, борода, вообще, ты серьезно будешь уставать теперь каждые 5 секунд? Блин, 54 из 68, это сделайте вы нормальную выносливость. В сталкере, кстати, в оригинальном тоже есть такой прикол, особенно в ТЧ, да? Комбинезон туриста одеваешь, а у тебя выносливость кончается все равно, как будто у тебя не комбинезон туриста, а обычная заря. Вот есть такой неприятный момент. Ну, елки-палки, мне еще 13,2 килограмма до максимального, до перегруза. Нет, все равно, прям сейчас он уже устает. С артом на выносливость, извините меня, да? С 2 улучшениями на выносливость. Восстановление сил плюс 8 твою дивизию. Чего ты так сильно-то устаешь? Что еще поставить на выносливость? Сейчас получше. Идем к ближайшим точкам. А, заполучить артефакт банка же у нас есть квест. Наемник попросил. Было дело. Тут у нас на отметке какой-то сталкер сидит в вагончике. Вдугля не увижу. Ну, добро. Водочка к тому же. Здорово, брат. И тебе не хворать. Я по делу. По какому? И кто ты такой? Охотник за артефактами. Я тоже этим промышляю. Меня фонарем кличут. Мне сказали, что у тебя есть артефакт банка. Допустим. И что? Может, сменяешь его на что-то? Не могу. Его уже заказали. И сколько дают за него? 10 тысяч. Я дам 12. Ну, тут, короче, такая тема, что его можно просто замочить, чтобы эту банку взять. Банка дает вот таких... Уникальный артефакт, представляющий собой разновидность пустышки без негативных свойств. Оба. Наверное, пока что я могу его не отдавать. Зачем, как бы? Так, ладно, там сталкер попросил помощи. Так, я и не понял вообще прикола с этим вот спасенным мародером. В итоге никакого ни продолжения, ни награды, ни квеста, ничего. Он теперь исчез. Очень странная тема. Походу, мне все-таки надо было выбрать и сказать, что ты мародер, типа, я тебе помогать не буду. Может, он бы потом что-то мне рассказал, я бы ему в итоге помог. Кто здесь в кустах лежит? Вася Фагот. Помогите, прошу. Что стряслось? Я в бар пробирался. Фанатики пострелили. Дай аптечку, мужик. Это уже был такой прикол, не? То же самое. Что-то ты на мародера смахиваешь, не дам я тебе ничего. Отменил. Дать армейскую аптечку. Спасибо, мне намного легче. Возьми это. Благодарю взять награду. Лом с мяса. В прошлый раз я отказался. А, вот, так они вот что, они просто дают какой-то прибойчик. Я не знаю, типа, а если какая-то разница, может, от всего можно было отказываться, и тогда в итоге я бы что-то вкусное получил. Да не, мне кажется, это просто типы, которые тебе дают награду за их спасение. Поэтому берем и идем дальше. Что-то, мне кажется, в туннеле меня ничего хорошего не ждет. Что вот мне с этой чучелой делать? Так, меня еще кто-то в нос отнимает. Давай, осталось чуть-чуть. Готово. Кстати, не такой уж он прям живучий. Но меня кто-то в нос отнял. Это значит, тут есть бюллер. Это уже слышу, кто-то топает ножками. Ага. Но меня кто-то в нос отнял. Это значит, тут есть бюллер. Это уже слышу, кто-то топает ножками. Ага. Вау. Прикинь, он не успел меня убить. Идем дальше. Один. Кто это один? Тут кто-то один. Или кого мне тут показывает? Если тут кто-то есть, то он, походу, красный. Подожди, я кого-то слышу. А, это ты, что ли? Все, покоя мне опять давать не будет. Есть тут кто? Охренеть, тут туман. Выглядит очень стрёмно. Миллиард коробок. Может, тайничок какой-то тут будет? Да нет, тут был только один бюрер, который пришел ко мне, я понял. Не, все-таки тут было 2 бюрера. Вот один пришел ко мне навстречу, а второй вот тут тусовался. Так, какая-то тут дверь. Заперта, к сожалению, полностью, абсолютно. Так, я хочу залезть на поезд, потому что, мне кажется, это идеальное место для тайника. Что-то здесь могли спрятать. А ты за это папа! Ну да, успел, конечно, он выстрелить. Тайник с добром. Ну вот генератор. Что-то я чувствую, может быть прикол, когда я его подберу. Потом готовимся. Здесь можно достать свечу зажигания, необходимую кулибину. Ну давай. Так, тут с этим решили. Идем далее. Тут у нас пропал сталкер Виталий, за нахождение которого обещают заплатить. Подожди, а что в записке говорилось? Ну что, вот надо найти сталкера Виталия. В принципе, и все. Что мы тогда сюда направляемся? А оттуда же к свободовцам глубину гармошку отдать. И в Зулусовскую башню зайдем. Там надо будет пароль наконец-то долговский найти. Опять один. Кто один? Не знаю, кто-то один. Опять снайпер? Что-то с Виталием связано. Ну конечно. Это было понятно. А тут, наверное, таблетку надо бахнуть. Ничего страшного, у меня их все равно море. А, даже есть тут тот самый Виталий, видимо. А, таракан какой-то. Куда таракана? Подвязался искать того штриха Виталию, за которого деньги нормальные обещали. Кого не спрашивал? Никто чувака с такими приметами. Ich bin Harry Weinfurt. Не встречал. Заказчик писал, что Виталий этот пропал где-то в районе входа на завод. Парни из заводских его не видели. Значит, ближайшее место, где он мог пропасть, аномалия битум. Гляну там, ясненько. Почему у меня теперь 2 отметки? Не знаю. А, на мне отметка теперь у себя.
Dear smartphone companies, two things. The first one being naming. It might seem trivial, but smartphones are complicated. Some companies are making 30 models a year, and visually a lot of them don't look entirely different. This of course makes the naming of them crucial, but some brands just keep messing it up. So there are 7 things that I think could be done better here, and number 7 being the length. Let's say Apple released a brand new iPhone in the future, and they had 2 potential names. How much better does iPhone Z sound versus iPhone 12 Pro Max Plus SSS Plus? The name has got to be short. Short is impactful, and short is easily shared. That said, Apple still somewhat gets away with this because they only release 1 batch of phones a year, and they're so widespread that people kind of get used to their naming. But let me tell you, if Lenovo did this, then I reckon it would fly completely under the radar. It even applies to laptops. How much better does MacBook X7 sound as opposed to MacBook Pro 15-inch late 2018 model? 1 letter and 1 number is enough to convey the exact same info as what is almost half a sentence. Number 6 is that the naming has got to be intuitive. Let me tell you something that does make sense. Let's say Samsung makes 3 lines of phones. You've got the flagships, you've got the mid-tier ones, and then you've got the entry-level ones. They could literally call them A, B, and C. A being the letter people already associate with being the best, and it's very clear that phones in the A range are going to be better than phones in the C range. Now, what makes a lot less sense is this. This is Samsung some years ago talking about their different ranges of phones, and apart from Y at the bottom, which stands for young, it's almost impossible to tell which is the best. S is for super smart, and that does sound pretty good. But then R is royal. That sounds even better. W and M are wonder and magical. Where do they fit in? In trying to make each individual product seem great, you might end up confusing your customer. Here's a story. I was talking to someone last week, and they were about to buy the Galaxy A80 smartphone, which is a really cool bit of kit. But they wanted to check, they just wanted to do a final confirmation that this was indeed the best phone Samsung offered right now. No, it's definitely not. And yeah, this is going to be obvious to me, it's going to be obvious to you guys, because the kinds of people who are in this tech community, we really understand smartphones. But you can probably also see the situation where, by looking at this phone's front-filling display, its brand new form factor, and the fact that it has the letter A in it, an average consumer might not realize it's barely half the power of Samsung's best. Number 5 is appeal. Every single time you think about, you hear about, or you interact with a product, you build associations with it. If, for example, people kept telling you, oh, my OnePlus phone is so fast, then you're going to start associating OnePlus with speed. With that in mind then, if you're going to name your smartphone Priv or Cha-Cha, then right out the gate, a person's first impression is not going to be all that great. A name should have positive associations, and yes, these can be built over time, but a company can also help themselves by picking something that sounds good out the gate. Samsung's Galaxy is a good example. Number 4 is being something they call web-friendly, and this is especially important if you're a smaller or newer company. Whilst it is tempting to name your brand or your line of phones after something in the real world, it can also result in your brand just not appearing at all when people search for you. Let's take Honor. When I search Honor here in the UK, I do get the brand name coming up first, which is good, but it's also mixed in with a whole lot of news that's got nothing to do with the phone company. There's another company called Lava, and let me tell you, they've got it far worse. They're a fairly established manufacturer of smartphones, but they don't even appear on the front page when you Google their name. I would argue that even more important than this is pronunciation. You see, there's a distinct psychological effect when someone sees something that they think is unfamiliar or foreign. People stick to what they know, and that applies to the names of phones and the companies that sell them. If you're going to try and sell in the UK, and your brand is called Huawei or Xiaomi, which a large amount of people here struggle to say properly, then it's not impossible, but right out the gate, you're at a disadvantage. This is part of the reason the Honor brand exists, to try and appeal to young Westerners who might be put off by Huawei. So, you don't need telling that a lot of smartphones are getting released, and our best way of keeping track of that is numbers. Oh, you're using the iPhone 7, I'm using the iPhone 8. You can tell very quickly
which one is better than the other one. Samsung's Galaxy S series does this pretty well. It's consistent and easy to follow. You've got the S1, the S2, the S3, the S4, and so on. And because the Note series shares the same numbering as the S series, people could very quickly look at the Note 9 and realize it is Samsung's Note equivalent to the S9. It's kind of amazing then that almost every single one of these companies starts to break this rule, but only in some situations. With Huawei's flagship P series, it was absolutely fine. There was a P8, a P9, a P10, but as soon as we thought we were about to see a P11, we got a P20. And part of me gets it. It sounds cooler. It signifies a big jump in performance. But to an average consumer, as soon as you start arbitrarily jumping numbers like this, the number itself becomes meaningless. It might as well just be the P900 at this point. What makes even less sense is LG, who counts upwards in ones with their flagship G series of phones, but then decides to count upwards in tens with their other flagship V series of phones. And the most criminal example of this is when companies, completely out of the blue, just name their product One. No prefix, just the number 1. Sony comes to mind here, a company with quite possibly the most confusing lineup in history. Let me give you an example of the names of Sony flagships over the last few years. You've got the Xperia X10, Xperia S, Xperia T, and Xperia Z. So at this point it just seems like the brand Xperia with a random letter attached onto it. But then we had Xperia Z1, Z2, Z3, Z3 Plus, Z5, and then just when it looks like we're getting somewhere, XZ. They then kept going with XZ for a bit, and then bam, back to just Xperia 1. And they've also just announced the Xperia 5 to go with that. I give up. Number 1 is going to sound pretty self-explanatory, but repeating yourself, giving two completely different products an identical brand name. I was talking to a friend the other day about buying an iPad, and he said, but isn't the standard iPad really old? In an attempt to simplify things, Apple has done multiple iterations of starting from scratch, in the same way Sony has, but with Apple, they're not using similar names, but identical names. I suppose what Apple is trying to do here is sell the iPad as an experience. They're banking on the fact that people trust them. They're trying to create an environment where iPad Z. Let me give you an example. Sony, with their flagship G series of phones, but then decides to count upwards in tens with their other flagship V series of phones. And the most criminal example of this is when companies, completely out of the blue, just name their product One. No prefix, just the number 1. Sony comes to mind here, a company with quite possibly the most confusing lineup in history. Let me give you an example of the names of Sony flagships over the last few years. You've got the Xperia X10, Xperia S, Xperia T, and Xperia Z. So at this point it just seems like the brand Xperia with a random letter attached onto it. But then we had Xperia Z1, Z2, Z3, Z3 Plus, Z5, and then just when it looks like we're getting somewhere, XZ. They then kept going with XZ for a bit, and then bam, back to just Xperia 1. And they've also just announced the Xperia 5 to go with that. I give up. Number 1 is going to sound pretty self-explanatory, but repeating yourself, giving two completely different products an identical brand name. I was talking to a friend the other day about buying an iPad, and he said, but isn't the standard iPad really old? In an attempt to simplify things, Apple has done multiple iterations of starting from scratch, in the same way Sony has, but with Apple, they're not using similar names, but identical names. I suppose what Apple is trying to do here is sell the iPad as an experience. They're banking on the fact that people trust them. They're trying to create an environment where people will buy Apple products without even making comparisons to other brands. And in that sense, it's quite effective. It just means that the only way to keep track of what you're actually getting when you buy iPad is by diving into the tech specs, where you can see which chip they're powered by. Funnily enough, the chips themselves are labelled perfectly, and very easy to follow. Anyways, I went on for a bit, but that's my piece on naming. And the second thing I want to talk about is scratch resistance. Isn't it kind of annoying when you're doing everything to protect your shiny new smartphone, and then one day you just pull it out your pocket and bam, there's a massive mark going right across your screen? You might have seen a video I made titled, "Are Smartphones Getting Weaker?" If you haven't, I won't spoil the full thing, but one finding was that newer smartphones aren't actually more scratch resistant than devices made 10 years ago, or at least not significantly. The issue is that there's a trade-off between adding more scratch resistance to glass and adding more drop resistance to glass. As the Corning Gorilla Glass, the stuff you see on flagship phones each year, has progressed, it has become more and more resistant to drops. But because adding drop resistance doesn't protect against scratches, and because smartphone makers are supposedly pushing Corning to make thinner glass each year, scratch resistance has barely improved, and actually between some generations has gotten worse. Now, I don't have a problem with stuff getting thinner. It can be quite a cool, novel thing, but not everything has to be thinner, and I feel like when it comes at the cost of things like durability,
reality, just make the phone thicker. Obviously, you can just put a case on the back and a tempered glass screen protector on the front, but at that point, your device is almost definitely thicker and probably less pretty than if they just added more durability in the first place. What I would personally want is for a phone to have a harder material to coat the display. This can potentially make it more brittle, but then increase the glass thickness or add a protective layer on top to make it stronger. It is possible that this is all part of the business strategy, that having scratched up phones gives people that constant sustained incentive to keep upgrading and buying the latest and greatest. But at the same time, if it is a fixable problem, then it would be really appreciated. So yeah, it's an incredible time to be alive. There's so much crazy stuff happening, and in the grand scheme of things, yes, I am nitpicking, but I quite enjoy analysis videos like this, and if you've watched this far, then hopefully you do too. If you enjoyed this video, I've got a ton of smartphone news like this, so I'll link it somewhere above here. My name is Aaron, this is Mr. Who's the Boss, and I'll catch you in the next one. Да наоборот, я просто понял. А, ну вот это есть. Нет, что-то мне такое не дает. Зря же с этой херней-то занимался, жил. Живи никак тебе. Да, Кит? Нет. Это вообще все порубился. Вот это про себя говорит. Да наоборот, значит, наоборот, это наоборот. Да, вот она говорит это, да.
А, даже есть тут тот самый Виталий, видимо. А, таракан какой-то. Куда таракана? Подвязался искать того штриха Виталию, за которого деньги нормальные обещали. Кого не спрашивал, никто чувака с такими приметами не встречал. Заказчик писал, что Виталий этот пропал где-то в районе входа на завод. Парни из заводских его не видели. Значит, ближайшее место, где он мог пропасть, аномалия битум. Гляну там, ясненько. Почему теперь две отметки? Не знаю. А, нам нет отметка теперь висит, даже что, квест залагал, что ли? Да ладно, тут нет тайника. Быть такого не может. Вау, все, пока, понял. Ну, битум так битум, пойдем посмотрим. Опять один. Что, пришел? Сейчас я буду лутать. Еще и специально тумана нагнали, а? Вау, кстати, мне это очень нужно. Ни хрена не видно, я как будто не в битуме, я не знаю где. Ого, еще ренард на килограммы. Так, ну смотри, я здесь. Но здесь никого не вижу. А, тут есть автомат. Подобрать. Вот оно что. Уникальное оружие АК-74 Виталия. Тупое название. И что, все? Квест на этом осмысл? Да блин, почему теперь эта отметка будет висеть Витальевская? Это оружие любили, видно сразу. На цевье вырезана надпись Виталия. При убийстве человека состояние оружия восстанавливается. Прикол. Не, это интересно. Так, далее тут опять можно... А, ну не, я все-таки хочу обратно прийти и на Злуса сходить. Следопыт потерял монету талисман. Как раз и монету талисман найдем для нашего следопыта. А, опять ты, да? Я только что видел красного где-то. Я не понимаю, чего он не исчезает. Всю жизнь говорили, 3 попадания, он должен исчезнуть, он тут сидит. Подожди, или там враг какой-то? Это кто? Снайпер Монолита? Так, пойдем залутаем. Понятно, что уникал с пушкой исчезает. А, и теперь на перегрузе, кстати. Тут надо уже вешать арт на килограммы. И походу обратно идти на склад. Ну а что делать? Блин, там же это чертило водку попросит. Ну, у меня вроде есть. Вон он, покойник. А чего он меня не стрелял, кстати? Что я вообще этого не замечал? Решил меня не трогать, что ли, если я тут в Аномалии лазил? У него только гаусс-патроны были. Ну и на том спасибо. Вообще неохота переться обратно. Да, может, тут в вагончике сделаем нычку временную. А по идее не должно же исчезать? Не, я помню, я делал такие нычки, правильно? А, нет, подожди, они исчезали. Да, тут видишь, все исчезло. Ну, когда я делал нычки, я их делал таким образом, что я оттуда не забирал добро. То есть я просто заглядывал и не забирал. И поэтому нычка не исчезала. А тут как бы я все забрал. Подозреваю, что если все забрать оттуда, и даже если положить уже то свое, то оно тоже может исчезнуть. Типа, знаешь, это уже не твоя нычка. Короче, меня напрягает то, что тут отметка не исчезла про Виталия. Неужели я могу его кому-то сдать? Наверное, могу. У Калаша урон лучше, чем у ТРС. То есть потенциально я могу, конечно, его там улучшить на точность, прицепить какой-нибудь прицел, и будет вообще сказка. Пойдем монету искать. Что мне наверху светится, кстати? На элеваторе. Подожди, или это не элеватор, как это называется? Плюс артефакт. Это, по идее, до 3 артов может спавниться. Так, что-то светилось. Сейчас не вижу. Если не сначала за монеткой, то надо куда-то в эту сторону. Монетка, скорее всего, не будет протыкиваться на F. Подозреваю, что она... А, вот так вот, что так просто. И старинная монета. Монета, служившая талисманом для сталкера-следопыта. Там это, что ли, с имперских времен еще монета? Так, ну и, конечно, стопудово сюда нужно залезть. Наверняка что-то где-то разработать. Ты что сюда приперся? О, снопов, ё. Потому что где-то здесь что-то наверняка есть. Жаль, не проработали. Я очень надеюсь, что когда-нибудь выйдет официальный ремейк, ремастер, вот проработают, сделают вот это место обитаемым. То есть, чтобы там везде вот внутрь можно было заходить, какой-нибудь тут сталкерский лагерь организуют. Раньше, конечно, движок не позволял прям так досконально все прорабатывать, все помещения делать объемными. То есть, по сути, это же пустышка, правильно? Как бы коробка, а внутри нет. Только сверху там сделали помещения небольшие. О, свободовская база уже здесь музыка орет. Так, я бы сразу вниз не спрыгивал. Мне кажется, что где-то здесь обязано быть что-то. Ну, конечно, вот, во-первых, тайничок такой супер простой. Ну и где-то еще что-то должно быть. По крайней мере, я бы точно спрятал. Ну, кажется, тут нифига нет. А лестница даже рабочая. Кайф. Ты же куда-то туда вперед можно уйти. Ты особо в этих местах не лазил. В оригинале. Походу, тут ничего нет. А, тут закрыто? Там что-то светится. Что это такое? Какой-то артефакт, что ли? Короче, сейчас туда никак не попасть. Закрыли, забаррикадировали, видимо, дальше по квесту. Ну, так тому и быть. Возвращаемся к свободовцам, сдаем им пару квестов, которые... Сдаем им то, что я нашел. Общак свободы. А что, да, можно заглянуть беспрепятственно? Нет, нельзя. Так, вот это что ли музыкантом был? Вот. Твоя гармоника, держи. Мэн, ты великий человек. Ого, золотая рыбка. Вот это прям топ. Странно, что остался диалог, ты кто? В смысле ты кто? Если я уже его квест выполнил, придется ему, блин, спрашивать, ты кто? 12 килограмм, это супер топ. Но я его не могу, наверное, сейчас поставить, да? Потому что тогда придется это снимать, это ставить. Считаю, как раз минус 3 радиации, вот чисто он выводит. Мне нужно золотую рыбку. Мне нужно где-то пузырь найти. Тут все. Тут, кстати, разговаривать не о чем. Все, я уже проговаривал с ним. Нужно по-любому сбегать до долговцев, игнорируя все второстепенные квесты, сбегать и поговорить. А для этого ёмное радио надо кликнуть. Ну кликнул уже в прошлый раз, может он какое-то время действует, типа надо добежать, успеть, а потом пароль меняется. Это логично. Привет. Лутается нычка. Да, вот сюда можно было прятать. Нашел, вот она. 7000 и все. Ничего интересного. Ладно. Так, смотрим пароль еще раз. Энергоблок. Если сейчас оно не будет работать, я сгорю. А так, в принципе, все. Кушаем и дропаем. Третий с демоном копачей. Нет, к долговцам дропаем. Энергоблок. Ну, не знаю, мне кажется, с ними все-таки стоит поговорить, чтобы в дальнейшем какие-то там квестики, не квестики. Но выносливость все равно супер быстро кончается. Вот как быть? Там у нас огромное множество монолитовцев. Может, стоило бы их перебить? Подушно. А, магнитофон найти? Да не, пока... Ой! Псевдогномик прибежал.
Не, текаем. Энергетиков вообще прям жестко не хватает. Еще подальше от зеркоблоков держаться, там же налитится. Открываться воздух, как сейчас быть? Воздух надо восстановить. Не, ну мод, несмотря на что, мне все равно очень нравится. Подправить косяки, кое и подправили уже в последнем патче. Дополнительный контент завезен. Представляете, тут и так, сколько я потратил серии на Юпитер, и вообще как долго мод проходит за 3. Да, наоборот. Нормально тут все. Проходит за 30 чем-то серий. Скорее всего, по итогу выйдет. Ой. Нормально мне все. Так еще и доп-квесты сделаю. Чего опять? Нагрузка упала, что ли? Че, в чем проблема-то? Так, понял. Ну вот это есть оно, да. Ну вот это и наоборот такой, да. Ну как это так? На Юпитере это прям очень жестко. Да. Так, ну что, сейчас не отвертитесь, пароль энергоблок, и самое главное, я реально испытывал кайф, играя в этот мод. Ты не просто, когда выходит какой-то мод, и ты видишь, что он не тянет, ну как бы надо, конечно, пройти, что же не дропать, и, ну все равно как-то так играешь, и так, а тут прям интересно. Ну только вот эти бесячие моменты, блин, с этим наемником. Ну ладно, так, энергоблок, проходи, что, мужики, привет. Это кто? Корней. Привет, пока. И вот интересно, а разраб вручную эти делал катсцены? То есть, смотри, я с ним запускаю, и вот эта сцена, это же типа катсценка как бы запускается. Это вручную? Или все-таки как-то он автоматизировал данный алгоритм, что если ты начинаешь говорить, то вот так вот включается вид? Вот мне интересно. Мне кажется, что автоматизировал, потому что, видишь, с Корнеем уже нет никакого диалога сюжетного. А тем не менее такая фича есть. Если он вручную делал, нахрена он ее сделал с Корнеем? Хотя, может быть, потом появится какой-то диалог. Посмотрим. Так, что у вас тут? Даже мыслить остановись какой-то. У нас техник, что ли? Судя по тому, где он сидит. Так, нам надо главное поговорить. Карты туда-сюда. Вкратце. Звук. Где-то тайник тут. Казна долго, разумеется, не лутается. Смотрим на карту. Что там смотришь? Неустановленное лицо в командном штабе. Грушевский. Вы проведите этого бродягу и пароль смените. Секундочку, у меня есть важная информация. У тебя 10 секунд, время пошло. Свободовцы, монолитовцы, седать следопыта. На вышке у Янова сидит бывший чистонебой, за всеми следит. Седать следопыта. Чего я не хочу сдавать, он меня спас. Про свободу я тоже ничего не хочу говорить. Монолитовцы заняли цементный завод. Давно? Судя по всему, да. Хреново дело. Там стоит высоченная башня. Значит, они посадят на верхушку еще одного снайпера. Надо передать Кравченко, чтобы был на чеку. Ладно, зачем ты сюда приперся, бродяга? Вынюхиваешь? Я друга своего ищу, а также напарника по сбору хабара. Мы как бы разминулись. Что еще за потеряшки такие? У тебя рожа тертого сталкера. На новичка не похож. А рассказываешь сказки в духе отмычки. Кого ты там ищешь-то? Его зовут Константин. Он прибыл сюда пару недель тому назад. Показать фото в ПДА. Так,